Синистра» — это свежая на данный момент книга Пелевина. Я бы сказала, обезьянничающего Пушкина наших дней. И сейчас я вам буду про нее рассказывать в рамках впечатления каких-то своих мыслишек. А точнее, я буду читать и по ходу чтения делиться переживаниями и заодно обозревать. Сразу скажу, перед спойлерами я буду давать сигнал: нажмите на кнопку перемотки. И в телефоне перематывается на 10 секунд, в компьютере на 5, так что я постараюсь спойлеры делать не дольше 5 секунд. Для начала предисловие. Сейчас я сижу в красивом, обволакивающем платье-свитере и накрашена, как на свидание, потому что так торжественнее. Но, как и настоящее свидание, это может закончиться плачевно. Так что подготовлю заранее бинго ред-флагов Пелевина. В первую очередь я не хочу видеть в книге разжеванные полузагадки. Я лучше с умным видом ухмыльнусь и сделаю, типа, что я поняла сложную отсылку, притворюсь или порезу в интернет, но не приму отношение к себе как слюнявая зрительница ВК-видео. Во вторую очередь я не хочу видеть антипрогрессистскую повестку, потому что люди, которые хотят жить в лесу и молиться колесу, и боятся рободевок с волосатыми розовыми подмышками, это сейчас официальная линия партии. И если бы я хотела надеть платок и заряжать у телевизора урину в 3-литровой банке, то вы бы меня сейчас смотрели на Одноклассниках, а не тут. И в-третьих, я могу простить самоповторы в таких шедеврах, как «СНАФ» или хороших книгах вроде первой книги из цикла «Трансгуманизм Инк», потому что, как я уже говорила, Пелевин издает свои этюды под видом книг, чтобы собирать денежки, а потом объединяет наработки этих этюдов во что-то стоящее. Периодически. По крайней мере, он так раньше делал. Но всему хорошему приходит конец, и мне уже страшно открывать книгу, потому что, я могу лишиться одного из любимейших авторов, понимаете? Возникает вопрос: дорогая, а что ты делаешь тогда на этом свидании? Зачем ты ждешь этого Пелевина, раз ты так не хочешь целый список? Я хочу, и первое, чего я хочу, это свежих идей с первых страниц, как было в его хороших книжках других. Второе, чего я хочу, это злободневную сатиру или даже лучше криптопредсказание будущего. И третье, чего я хочу, это увлекательный сюжет, чтобы упоительно зачитываться и упасть в голодный обморок в собственной луже, как в игре Sims, когда вы не выспались и не ходили в туалет и прям теряете сознание. Еще было бы здорово увидеть всяческие метаповествования и непрямое изложение лора, через реалии. Но я була б не я, якби не потурала поприводzi без. Закрою глаза на все остальное, вроде заговоров с рептилоидами и шовинизмом, это у него в каждой книге, и можно перетерпеть. Ой, все, девочки, он идет, пожелайте мне удачи. Держим кулачки, посмотрим, насколько выйдет чек в этом ресторане. Ой, девочки, это было ужасно. Это было омерзительно. У меня теперь травма на всю жизнь. И это не просто абьюзивные отношения, это red flag. Пелевин —
Red Flag. Поначалу он показался странным, даже нелепым. Потом заинтересовал. Я пошла к нему на квартиру. Думала, мы там будем заниматься постмодернизмом. Там куча народу на хате, целый писательский коллектив уже меня ждут. Какие-то бабы толстые, нейросеть. Залазь, говорят, под стеклянный столик. Сейчас будет детектив. Ну, я подумала, на улице холодно, ехать далеко. Проще сделать это все-таки звезда, Пелевин. Да он запрыгнул сверху до стекла и начал цедить эзотерикой. Ой, вонючий, трижды переваренной эзотерикой, понимаете? Жидкая, вагинистая. Фу, его, блядь, лечиться надо. Она протекла под столик. И меня потом в перепусти. А я 3 раза отмывалась святой водой. Буду теперь у батюшки покаяния просить. Потому что не нужна мне больше русская проза. Мне нужна явно Божья любовь. Агапе, потому что у меня ее явно нет. С самого начала Пелевин подмигивает шутейками про уголовную статью за подсознательное вредительство и условно-досрочные публикации. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Хотя шутливые дисклеймеры были популярны лет 20 назад, в 2000-х. Начальник футуристической разведки виртуального мира в начале книги вводит главного героя в курс его нового дела. Про старое дело стерли память, и так происходит каждый раз, каждой новой книги цикла. Видимо, Пелевин насмотрелся Рик и Морти и решил сделать литературный ситком, чтобы глобальная арка сюжета двигалась крайне медленно, а основные герои каждый эпизод возвращались на старт. Но тут я вижу проявление подсюжета, вот на следующей странице буквально, согласно которому Баночников после смерти на самом деле не выбрасывают в биореактор, а спускают в секретный подвал, где их мозг служит вместилищем коллективного разума Гейденштерна, который переживает всяческие приключения, а потом ему стирают память, и все начинается снова. И делают это паразиты, которые питаются, грубо говоря, яркими человеческими эмоциями. Я так понимаю, местный Гильденштерн — это отсылка не на персонажа Гамлета, а на фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», в котором третьестепенные персонажи пьесы обрели самосознание и живут циклично вне видимости четвертой стены. Вот у меня вопрос, а в чем разница между Гильденштерном и этим детективом Маркусом? Нам часто намекают, что он и есть расщепленный разум своего начальника или вообще часть продвинутого искусственного интеллекта. Но это же по большому счету не важно, потому что он на самом деле гиперпассивный персонаж. Делает все то, что от него хотят, не проявляет никаких особых мотиваций, вне детективного сюжета. Маркус, мне кажется, настолько безликим, что Гарри Поттер и Нео из «Матрицы» на его фоне прямо уникальные снежинки, клоуны-эксцентрики, я не знаю, чудаки-оригиналы. Возможно, именно поэтому так много обзоров, крайнего пелевинского цикла «Трансгуманизм Инкорпорейтед», они вторят, мол, это компьютерная игра. Он пишет компьютерную игру Стэнли Парабл или Антишамбр Нолзиар. Очень жаль, что спился Джастин Ройланд. Он был гений, он бы прекрасно воплотил такую игру в VR.
Да, его отменили, по навету злой бывший, но если бы он не спился, то у него бы не было этой злой бывшей изначально. Простите за victim blaming, но Ройланда со всей его гениальностью люто ненавидели все производственные коллективы, с которыми он когда-либо работал. Прямо как Ландау. И опять понесло. Так, где сценарий? Вступление показалось мне скучным. Герой сидит в кабинете, недоумевает, как подростки в фэнтези от Netflix. Пускает слюни. Мудрый начальник рассказывает всякое умеренно интересное. И когда уже движ, когда меня уже удивят. Вперед, Виктор Олегович, ты же мог раньше. Как и написано в предисловии, которое, как всегда, пропускаю, потому что там спойлеры. А тут пока еще нету. У меня видео еще нету. Пока спойлеров, не волнуйтесь, я вас предупрежу. Я скажу, перематывай, да? Эта серия посвящена бутику черной магии для элитных элит. Что в контексте виртуального мира звучит забавно. Я еще не дочитала, но было бы здорово имплементировать для избранных заклинания а-ля окклюменции или предвидение, чтобы читать мысли других или чтобы нейросеть подсказывала возможные варианты тактильного будущего. Или хотя бы, знаете, забавные штуки, как в Sims с магией. Вот. Почему нет? Они все равно в виртуальном мире. Что там стоит сделать магию? Еще есть занятная цитата. «А зачем такая секретность?» — спрашивает наш Маркус. Дело в том, что клиенты левого пути, этого бутика, черной магии, мировые дигнитарии, бизнес-лидеры, моральные и духовные авторитеты, финансовые маяки человечества. Если общественность узнает, что в свободное время они практикуют черную магию, идут по пути зла, это может привести к негативным имидж-эффектам. Общественность возмутится. Я сильно сомневаюсь. Во-первых, ответил я, все зависит от того, кого мы назначим общественностью. Во-вторых, если корпорация не включит мнение общественности в меню, то про него никто никогда не узнает. И в-третьих, придется долго объяснять, что такое левый путь, черная магия. И в-четвертых, люди не станут ненавидеть мировую элиту еще сильнее. Это невозможно технически. Как вы поняли, черная магия называется в контексте книги «Левым путем», но леваки тут вообще ни при чем. Имеется в виду выражение «пойти налево». Или еще нечистая левая рука, которой до изобретения мыла было принято делать что-то, что может ее запачкать, а правую держать нужно было в чистоте. Я так делаю, когда еду готовлю, а люди античности еще и морально-религиозное объяснение для этого придумывали, потому что у них интернета не было и было очень скучно. И контрацептивов, скорее всего. Ох, скучно было, да. В общем, у меня недавно был ролик на эту же тему, про всякие мировые элиты. Ссылку дам в комментариях, там ничего нового, правда, ну, как у Пелевина. Постепенно читать становится интереснее. Пелевин вводит в меня детективную часть. Убийство в закрытой комнате. Это не спойлер, потому что я перефразирую его сейчас. А главную героиню, главному герою ему предстоит стать наживкой для предполагаемого убийцы. Видимо, Пелевин решил занять нишу Акунина и сделать своего Фандорина. Но мне казалось, у оригинала была яркая личность, в отличие от Маркуса. Впрочем, неважно. Знаете, что-то очень странное происходит с книгой. Вот, минуточку. Да, вот, очень странно, будто писала не Пелевин, а какая-то тетенька. Понимаете, толстая тетенька. Вот пример странности. Договор брать не надо, у них своя копия.
Бутик не знает, что вы наш оперативник, и считает вас обычным клиентом. Они получат ваш полный профайл. Настоящий? Нет, у вас будет маска личности. Поглядев на Лумаса, я подумал, что его адмиральская форма чем-то похожа на эту черную крокодиловую папку с золотыми углами. И только потом сообразил, что не заметил момента, когда епископская сутана стала черным мундиром с мелкими золотыми значками. Начальство как бы намекало: будет исполнено, адмирал. Во-первых, кусок страницы про договор не имеет ни сюжетного, ни эстетического веса. Это просто, вода дистиллированная. Во-вторых, с какого перепугу опытнейший секретный спецагент ведет себя тут как наивная и невинная японская школьница? Настоящий пошлёте? Я дебил. Реально ужас. Если начальник напрямую подключился к мозгу, зачем вообще вести этот нелепый диалог? Наконец, присмотритесь к деталям. Чувствуете? Чувствуете? Это женская проза. Так пишут леди, если вы понимаете, о чем я. Еще немного, и начальник Ломас оседлает скакуна, обнимет Маркуса и увезет в закат. О! Ой, мама, я не знаю, кто это писал, но точно не Пелевин. Не мог это быть он. Смотрите. Человечество настолько доверчиво, что поверило, будто сыр с крысами на раскатанном тесте — это вкусно, полезно и стильно. Опытные маркетологи знают, что последняя бирка заставит уязвленного пролетария купить даже пирог с говном. Как эта книга. Ладно, не крысы, а колбаса. А из чего ее делают? Крысы хоть натуральные. Меню было рассчитано на туристов, желающих попробовать тосканские вкусности, не набирая лишнего веса. Взрыв мозга. Что за прямота? Что за пирог с говном? После поколения П, после языковых изысков и образов прошлых книг внезапно появляются тосканские вкусности. Вкусности в тексте Пелевина, понимаете? Почему сразу не вкусняшки? Вкусняшки? Он что, решил как Куппола приобщить к ремеслу дочку? Все ясно, у Пелевина семья, он решил научить дочурку писать под себя. Сам уйду на пенсию, а она пусть продолжает, будет еще лет на 50 обеспечена за счет моего бренда. Вкусностями, сука. Не набирая лишнего веса. Ой, пукан пригорает мой девичий. Я не права, ребята, не будьте как я. Просто личная нейросеть в голове уже выстроила набор ожиданий, правил авторского языка Виктора Олеговича на основе его предыдущих работ. И тут все порушено. Я отказываюсь верить, что он сам так сильно изменился. Давайте представим, что у него просто другой редактор, окей? Серьезно, помните «Зов кукушки» Джоан Роулинг? Серия детективов про Харморена Страйка. И ее персональный Кинг. Моя любимая часть, кстати, шелкопряд. Дело не в этом. Я к тому, что уши Роулинг торчат из текста, и не узнать ее очень сложно. Больше того, из книги в книгу одинаковый слог. А тут у нас явно по авторскому коллективу на книгу. У Пелевина. Спокойно, Этель, спокойно. Ты еще не дочитала. Может, дальше будет лучше. Все будет хорошо. Так, что там у нас дальше? Шутка про Клеопатру из раздела с анекдотами газеты «Дачник». Допустим. Наконец-то. Привычный пелевинский слог пошел. Я бы сказала, с погружением. Начинается с погружения героя в симуляцию.
Зачем было так издеваться над читателями все это время, когда можно было просто выкинуть вступление и сразу дать качественный текст? Ну вот, объяснение отсылки, причем очень простой. Экзекутор там волшебный дух, которого пытаются создать черной магией. Владелец гримуара мог попросить его о чем угодно, без всяких ограничений. Но что это за исполнитель? Или, может быть, палач? Я не знал. А зачем объяснять, что это исполнитель и палач? Чтобы знать слово «экзекуция» или «экзекутор»? Ну, что это палач. Достаточно быть советской трудовой интеллигенцией. Серьезно. Я могу понять, почему люди не знают, что экзекьютив — это, например, высокое начальство, исполнительный директор. Но тут ведь не про него, тут про то, что, в культурном коде уже есть. Зачем это объяснять? И знаете, вот я сейчас вернулась специально, чтобы переснять этот фрагмент из будущего и скажу, что, к счастью, это практически последнее объяснение отсылки, потому что просто не будет больше отсылок. Они будут настолько водянистые и никакущие, что даже не считается. И вы не смотрите, что я улыбаюсь. У меня просто кислая мина, поэтому я в настройках выставила, чтобы аватарка все время улыбалась. Потому что иначе я буду все время ходить и вот такая вот. Поэтому, извините, я на самом деле в душе не улыбаюсь. Вам ведь приятно смотреть на улыбку, да? Потому что вы мои сладкие пирожочки. Ладно. Вот снова приятно читать, пошло. Мне казалось, гримуар — это на самом деле манифестация ИИ, которые в мире цикла Трансгуманизм Инк находятся в подпольном положении. Но оказалось, что это что-то вроде популярных в 2015 году дневников «Уничтожь меня», где читателю на каждой странице дают по заданию, и, пройдя серию испытаний, читатель узнает о себе что-то новое. Пишите в комментариях, если у вас были похожие дневники из этой серии. А если у вас были анкеты для друзей, это значит, что вы очень-очень старые, и что вы вообще тут делаете? Идите смотреть телеканал «Звезда». Тут будет спойлер, так что нажмите на кнопку перемотки. Череп с обложки — это алтарь для связи с духом Ломаса, через который главный герой Маркус связывается с начальником. Вспоминает, кто он на самом деле, этот Маркус, и отчитывается о ходе расследования, что довольно странно, учитывая, что начальник вроде как следит за всеми его действиями, и так должен все знать. То есть он буквально говорит это при каждой встрече. Он говорит: да, я все видел, да, я смотрел, я в курсе. И это так странно, зачем тогда стрить? Ладно. Сейчас я завуалирую спойлер, чтобы не перематывать. Скажем так, читать стало приятно. Чувствуется авторский почерк, но фрагмент повторяет священную книгу оборотня. Я не понимаю, это сделано из любви к идее перевоплощений, или нейросеть будет брать кусочки предыдущих работ или комбинировать, когда делает вот эти вот книжки. Это, знаете, это липкая паранойя. Немного портит впечатление. Должна признать, я захохотала в голос, когда книга подкинула шекспировскую Джульетту со Страпоном. Но это было что-то вроде: а сейчас, друзья, то, чего вы все так ждали от Пелевина, встречайте, пелевинская девушка и ее колотушка. И снова объяснение отсылок, знаете, все-таки попалось, будто это научпоп с Ютуба, а не книга. Но мне понравилось. Это второе объяснение, нормуль, кому-то пригодится. Все же попахивает газетой «Тещин язык» или отрывками из отрывного календаря с анекдотами. Если вы знаете, что это, то... Я 200-летняя фика, мне можно. Я не буду пояснять, что это, кому надо загуглить. Опять интересная цитата. Сказав глупость, не следует ее исправлять, ибо этим вы лишь привлечете внимание к тому, чего дева могла и не заметить.
а через минуту она по-любому забудет. Надо нестись вперед галопом, давая девичьему уму как можно больше пищи. В какой-то момент дева пресытится, замрет и впадет в подобие кататонии. Тогда можно подхватить ее на руки, если позволяет вес, и перенести с балкона в альков. Все, конечно, весело, но, честно, это какая-то эстрадная сатира. Возможно, действительно кусок эстрадной сатиры какого-то сатирика из телевизора, как в книге «Бесконечная шутка» автора, который больше не с нами по собственной воле. Зря. Я не понимаю, почему эта книга считается самой сложной к прочтению. По мне, так обычная кумо для тех, кто смотрел телевизор и разбирается в американской культуре, вообще как два пальца на летру. Видимо, Стаия Пелевин превращается в тех, кого наблюдал в детстве. Знаете, по Юнгу. У него есть архетип старика, и вот он начинает ему соответствовать, и у него, соответственно, шутки такие же. В любом случае, потешаться над Декамероном и Шекспиром — это весело, особенно когда ты студентка литфака или панкующий Елизаров. Да, но читать весело, так что спасибо. Да. Причем тут Пелевин я не понимаю пока, ну пусть будет. Хотя хочется, знаете, какого-то тепла, позитива. Книга вгоняет в депрессию, даже с этими шутками. Еще нашла отсылку на CDC, но пока не понимаю, что это. Инструмент отслеживания данных и Американское бюро здравоохранения. Так или иначе, как бы выразиться, по сюжету она никак ни на что не влияет, поэтому, видимо, ее там просто забыли, знаете, как миссии в Ведьмаке, которые никуда не ведут, и локации, которые должны были быть связаны с миссией, которые не запрограммировали. Любопытно, как текст становится более механическим по мере продвижения. Автор дает основной смысл абзаца в первой паре слов каждого абзаца. Как правило, это кто и что делает, или кто каким является. А дальше можно особо не вчитываться, просто подскакав по абзацам. Это делается, видимо, для скорочтения. Но зачем? К тому же это не худший кусок текста. Лучше бы они эзотерику делали в режиме скорочтения таким же методом. А сейчас будет очень весомый спойлер. Раз, два, три. Персонаж, которого главный герой отыгрывает в симуляции, это смесь Нео из Матрицы и любого серийника а-ля Анри Вердю. Такой подход, такой переход от антигероя Плута к антигерою-злодею, он пугает, знаете ли. Зато теперь магия окончательно черная, и понятно, почему никто не хочет, чтобы знали про их делишки внутри симуляции. Причем начальнику Маркуса это не нравится. Он утверждает, что опыт этого целительного зла, пусть и мелкого, по меркам литературных идей мелкого, этот опыт сильно меняет душу Маркуса вне симуляции, что бы это ни значило. Потому что этот бутик создан не просто для развлечений с черной магией, а с целью возвыситься с помощью черной магии духовно. Потому что это возможно, наверное. Вот, и... И тут у меня ряд вопросов к логике происходящего. Зачем супербогачи лезут в бутик, предоставляющий такую странную услугу? Сейчас опять спойлер. Раз, два, три. Так вот, в симуляции нет живых игроков. Там только NPC, только неписи. Причем не высшие ИИ, а просто обычные простые неписи. И все, что там происходит, реально только для игрока. И этот опыт меняет игрока в худшую сторону каким-то образом. Видимо, основная цель — раскрыть самые гнусные потенциалы клиента. Это как-то грустно, да. Честно говоря, у Пелевина прослеживалась нездоровая неприязнь к толстым и к женщинам, и в особенности к толстым женщинам.
Уж не знаю, кто в детстве его стропонил, но последствия кочуют из произведения в произведение. Синистра — это раздуто до конечных масштабов. Возможно, он так стебет издателей, хотя мне казалось, они тощие и нищие, потому что даже на макароны денег нет. А вот все прибыли крутятся не в литературе, а в телесериалах, но Пелевин к ним вообще никак не относится, поэтому неудивительно. Снова спойлер. Раз, два, три. Маркус в виртуальном мире вовсю злодействует и слепо выполняет повеление этого дневника Тома Редла. И то, что он делает, буквально проходит через творчество Пелевина. Не знаю, как объяснить. Именно у него регулярно просвечивает лейтмотив учителей, которые обещают просветление, а на самом деле собираются погубить учеников. Мне кажется, это у него в каждой книге. Вот попробуйте вспомнить книгу Пелевина, в которой нет авторитетной фигуры или какого-нибудь начальника, которая куда-то кого-то направляет, что-то требует, объясняет, а в конце эта фигура не пытается погубить своего подавана, так сказать. Я не говорю, что это должна быть центральная фигура, но вот там почти везде такое есть, почти в каждой книге. Опять спойлер, перематывайте. Магическая злодеятельность симуляции подозрительно похожа на саму систему Transhumanism Incorporated. И чем дальше по сюжету, тем больше отсылается ко всем предыдущим книгам. Я бы назвала это автоэротоцитированием, по аналогии с отечественным автоэротоконсерватизмом. Ощущения от злодейства со временем все тягостнее, книга все грустнее, отчасти потому, что изложение идет от первого лица. Я делаю то-то, теперь я делаю вот это, я вижу то, я чувствую это все, если достаточно долго читать, капает на мозги, как будто это вот я вижу, я делаю. Спойлер. Начинается вторая часть книги, в которой Маркуса отправляют посреди миссии на реабилитацию от зла. Хочу привести цитату. «И вы серьезно рассчитываете, — спросил я, — что этот опыт меня излечит?» «Я надеюсь, — ответил начальник Ломас. Ветротерапия реально помогает. Пациенты испытывают один катарсис за другим. Отворачиваются от зла, теряют интерес к порокам. На сегодняшний день это одна из самых эффективных технологий моральной реабилитации. Вольновек дает шанс искупления любому корпоративному злодею. А вы, Маркус, и есть корпоративный злодей». «В симуляции, — пробурчал я, — только в симуляции». Вот этот кабинет, — сказал Ломас, обведя его рукой, — тоже симуляция. Ой, а вот и предсказание будущего, это я люблю. Не слишком ли вы доверяете сетям? Я им не доверяю вообще, — ответил Ломас, — но они многое делают лучше нас. Как не горько такое говорить, следующая большая религия человечества тоже, скорее всего, будет создана искусственным интеллектом. Честно говоря, многим сейчас приходит в голову сделать всезнающего нейросеть боженьку. Это хотя бы будет, отвечать запросам буквально, искренне желать лучшего и быть искренне трансцендентным и безличностным. В какой-то степени даже существовать. Так что перспективное направление. Читать, кстати, все приятно. Местами проскакивает халтура, да, проскакивает, но с началом не сравнить. То есть я уже втянулась. Ура! Спойлер, перематывайте. Похоже, корпорация, которая и так контролирует человечество, теперь еще и намерена поработить всех окончательно с помощью нейросетевой религии. Интересно, правда? И в это же время у нас в реальном мире корпорации, контролирующие мир, пытаются сделать то же самое, но на конкурентной основе и в разных странах. Вот уж действительно фантастика, как отражение реальности.
Спойлер. В книге появляется мотив двойника государя, который убивает правителя и захватывает власть. Убийца и самозванец, думал я, встав на путь зла, не сворачивай потом с закоулки добродетели. Именно там тебя и настигнет расплата. Поняли? Поняли, на кого аллюзия, да? Кем же окажется та старая наложница, что погубит нашего узурпатора? Будущее таит столько сюрпризов. Спасибо Пелевину за такие лютые предсказания. Если это, конечно, он пишет. Потому что мне кажется, что его книги, которые пишет не он, не наделены его волшебным даром предсказывать будущего. Ладно, не зря дочитала. Сюжет пока можно не пересказывать, автор кидает из одной своей книги в другую. Видимо, детство в колонии, а мать Пелевина сидела, пока он рос ребенком. Видимо, оно его не отпускает, и вот травма появляется, манифестируется. Как и еще одно предсказание, тоже забавное. Что я не напиши, российское ротожопие все равно накалит выброшенный Америкой розовый парик. Только не сейчас, а лет через 5-10, когда найдет на помойке духа его гнилые лоскуты. Хе-хе, посмотрим, сбудется ли. Кстати, по-моему, это уже было в одной из книжек. Дальше идет странная философия Тинькова, возможно, на правах рекламы. И я не выдержала, не стала ее почитывать, извините, это выше моих сил. Но в любом случае много не потеряете, если этот кусок пропустите. Я вот сейчас читаю и снова наткнулась на повторение Левсина из предыдущих книг. Может, Пелевин попросил ChatGPT переписать его книгу в новую и делает это каждый раз? Это бы многое объяснило. Я еще не дочитала, но кажется, что нейросеть опять пытается вырастить сильный истинный ИИ. И если кто не знает, что это, то гуглите. В любом случае, львиная доля книги — это трактат про педали творения и унылые фантазии о жизни оторванных от реальности миллиардеров. Мне больше нравилось про персонажей, с которыми я могла себя соотносить. А тут то венецианский карнавал шейпшифтеров, то какие-то олигархи. Но должна признать, метаирония отличная. Голодные криптороссияне слушают всяких петухов и трудятся по заветам вымышленных олигархов из сфабрикованного правительством сектантского учения. Это так злободневно, что аж немножко усофобно. Это стёб самих читателей, которые, чтобы отвлечься от бесконечного труда, который их ни к чему не приведет, читают эту книгу. Я уже более чем на 300-й странице из 450. И кажется, могу делать ставки на развязку. Спойлер! Кажется, начальник, этот Ломас, готовит Маркуса на убой, чтобы с его помощью создать истинный сильный ИИ. Причем делает это он уже не первый раз, нарочно подстраивая ситуации, где такое можно воплотить. Или, может, все приключения Маркуса — это один большой план Ломаса. Узнаем, провалия. Ой, опять спойлер, перематывайте. Еще, мне кажется, алхимик может притворяться кем угодно, а значит, любой из упомянутых персонажей, хоть служанки там, хоть священники, могут быть им самым, не говоря уже о том, что они все на самом деле нейросеть, так что, может, это вообще все один и тот же персонаж. О, эльфийское древо, о, дева-целительницы, дайте мне сил. Я была готова ко всему, но не к этому. Лажа, свинящая лажа. Слитый из банки финал. Deus Ex Machina. Скучно, местами нечитаемо.
Что происходит с автором, я не понимаю. Как можно было такое выродить после предыдущих работ? Может быть, тексты Пелевина теперь как гомункул, он просто, знаете, спускает в реторту и смотрит, что получится. Ой, давайте сейчас проспойлерю финал. Перематывайте 2 раза, наверное, чтобы наверняка, окей? Личность в симуляции сразилась в виртуальном поединке с рандомным персонажем за право исполнить одно свое любое желание. Желание было не как у всех нормальных людей. Знаете, когда просят счастья для всех, и чтобы никто не ушел обиженным. Ну или хотя бы мир во всем мире, ну знаете, как у Гёте. Хотя отсылки на него были, но неважно. А пожелал наш главный герой Божьей любви и прощения для самого себя лично. Какая скотина. Ну, по-пелевински. Он, видимо, сам уже и не подозревает, что можно как-то по-другому. После чего квест ему засчитали выполненным, и оперативник Макс пал жертвой таинственного убийцы в закрытой комнате. А его место занял этот конструкт из симуляции, причем начальник Лумас на момент финала толком не знает, что произошло, и просто, констатирует факт. Читателям предлагают поверить, что в мире Трансгуманизм Инк есть магия и волшебство в прямом смысле. Это не статус-кво, это просто верьте. Спасибо. К чему и не было предпосылок, вот серьезно. Не было. Это как, знаете, как в Скуби-Ду. Знаете, Скуби-Ду, вот есть вселенная Скуби-Ду, вот взять там и вбухать. А на самом деле все это время тут была настоящая магия, просто вы как бы и не видели. Это было, кажется, в фильмах. Да. Поэтому они так забадхёртили фанатов в свое время. Ух, какой кэмп был. Чистый кэмп. Жаль, что Пелевин не может написать сценарий для нового Скуби-Ду полнометражного. Это было бы, да. Вывод по книге в целом. Ну, зря потратила день. Хорошо хоть не читала дольше дня. Обидно. Меня хорошенько так опустили в ведро с конским навозом. Причем это явно не было запланировано. Это не какая-то ирония над читателями. Это просто, И скорее всего в следующей книге нелепый финал как-то остроумно объяснят. Но сейчас от этого не легче. Видите, сейчас. Это Пелевина содержащий продукт, рассчитанный на читателей, желающих попробовать постмодернистской литературы, не набирая лишнего культурного багажа. Можно смело спустить под ножницы больше половины книги, и получится выжимка авторской прозы и коротких сочинений. А все остальное окажется творчеством какого-то посредственного авторского коллектива, литературных пенсионеров или, не знаю, нейросеть. Это творчество, которое нужно просто, чтобы заполнить промежутки между этими маленькими настоящими рассказами Пелевина, как-то вписав этюды в общую канву. Послесловие. Знаете, что общего у «Миллиона алых роз» и Фандорина? Их авторы гениальны узко в своем ремесле. В своем искусстве они несравнимо прекрасны и бездарны в остальных сферах своей жизни. Как те ученые, что в контексте отрасли являются светилами науки, но стоит спросить их о чем-то вне компетенции, можно вызывать дурку. Оба одновременно символы попсы и пошлости. Провинциальности, я бы сказала. И в то же время это столпы современной русской культуры. Родители этих произведений, «Миллион алых роз» и Фандорина, они сейчас в немилости у царя, потому что дунерская властная верхушка привыкла не иметь ничего святого и менять убеждения и обещания, переходя из кабинета в кабинет. А Пугачева с Акуниным не захотели. И действительно, трудно требовать от людей, не павших до уровня российских политиков,
таких же акробатических талантов, такой же душевной гутоперчивости. Вот приходится их расстреливать. Да, политические взгляды этих авторов мне максимально противны, но я уважаю их за позицию, за то, что у них она есть, что какой-то, хоть какой-то стержень, какой-то вектор. То, что книги Пелевина не запрещают, хотя по идее должны, ведь там путинский кодекс Хейса нарушен чуть ли не постранично. То, что его книги издают, для меня лично очень подозрительно. Очень. Как вы думаете, в чем дело? Может, на самом деле Пелевин — это Путин? Это бы объяснило все.